Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэхёном. Десятое место. Это так мило. Чонгук сфотографировал своего любимого медвежонка спящим. И посмотрите, как он радуется, показывая это фото Тэхёну. А Тэхён смотрит на зайку и понимает, что обижаться на него просто невозможно. Показал, какой его мужчина красивый в любом виде и довольно стоит, ждет реакции. Тэхён пришел в Инстаграм, код красный, весточка от Тэхёна. Он пишет: «Салют, как у вас дела? У меня все хорошо, я занимаюсь спортом, ношу классную черную одежду и тренируюсь. Я уже использовал часть своего отпуска, поэтому отпраздновал день рождения своего друга и впервые за долгое время провел время с друзьями и поговорил об армии. Я много работаю, и мой вес 75 килограмм, но наши воины настолько крепкого телосложения, что мне придется стараться больше. Я постараюсь изо всех сил». Затем Тэхён пришел на Виверс. Боевые раны. Продолжаем путешествие по чехлам Тэхёна. Помимо наклеек, там, по всей видимости, лежит фото из будки с вечеринки Чонгука. В этой будке Чонгук и Тэхён обнимались и прижимались своими щеками друг к другу. Я не могу перестать думать о том, как Тэхён держит буквально под сердцем дорогие ему снимки с любимыми людьми, счастливым моментом жизни, где он сильно прижимает к себе своего короля, виновника торжества, по случаю которого была устроена целая вечеринка. Все всеобщее внимание в тот день было приковано к Чонгуку, а Тэхён показывал, как его персональное внимание на нем концентрируется уже много лет, обнимая его так безудержно открыто и чересчур крепко. Человеку свойственно завязывать узелки на память, делать память материальной, физически ощущаемой, зримой. И фотографии являются одним из способов вынести память наружу. Тэхён демонстрирует это наглядно и крайне романтично. Они буквально самые романтические бойфренды в мире. Новые кадры с Тэгу с того самого дня. С каждым днем мы получаем больше ракурсов с этого дня. Чонгук так мило идет за Тэхёном хвостиком, я пищу. Ребят, это действительно те самые кадры. Боже, Тэхён опять так громко сказал, чей он бойфренд. То, как он прижимается к Чонгуку. Очередной раз Тэхён говорит без слов. Обожаю то, как армии просто из пиксельной фотографии могут воссоздать новую вселенную, предсказать все события. И это только начало. А теперь вспоминаем. Лирика из песни Тэхёна. Мы можем начать снова, открыть все двери. Не говори мне, что все кончено. Мы можем начать все сначала. Ты мой четырехлистный клевер. Да, я чувствую твое прикосновение.
Если вам все еще непонятно, что Чингук и Тэхён бойфренды, и то, что Тэхён каждый чертов раз подкидывает нам этому подтверждение, то самое время прозреть. Если не ошибаюсь, значение этого лепестка означает, что пары, которые увидели его, будут всегда вместе. Тэхён буквально пришел, обнял, заставил скулить, реветь, умиляться, еще и напомнил о своем бойфренде. Немного информации о месте, где Тэхён сделал фото. Сеул, район Итэвон. Небольшая улочка, в начале которой расположилось кафе «Эйфория». А если пройти пару шагов дальше, можно обнаружить зеркало, у которого Тэхён сфоткался. Напоминаю о песне Чингука под названием «Эйфория». Ох, уж эти случайности и совпадения в жизни Чингука и Тэхёна. Еще одна вкусная мелочь и совпадение. Тэхён – человек-сюрприз, в постах которого скрывается множество деталей, приятных для сердца вигукера. Это любопытно. Девятое место. Представьте, если бы Тэхён в такой момент поцеловал Чингука в шею. У Чингука уши так покраснели. А я покраснела еще больше. Восьмое место. Те моменты, когда ты вдруг где-то без него, и мысль только одна: как он там без меня? Тэхён в кафе с Чимином спрашивает: как думаешь, что делают Чингук и Хосок? Тэхён Джином спрашивает: как думаешь, что сейчас делает Чингук? Седьмое место. Чингук и Тэхён решили по очереди залипать друг на друга. Глаза у Чингука так блестят, как звездочки сверкают. Это так залипательно. Шестое место. Тэхён показал свой приоритет. Самое удобное и комфортное место для одного Ким Тэхёна – плечо одного Чон Чонгука. Каждый мечтает о том, чтобы хотя бы на несколько секунд лечь на плечо Чингука, в то время как Тэхён может это сделать в любой момент. И это взаимно. Они нашли друг друга. Парные фото Чингука и Тэхёна. Согласитесь, что когда мы провожали парней со слезами на глазах в армию, мы не до конца осознавали, что нас ждет. Тэхён держит в курсе процесса набора массы и всех в тонусе. Чингук красноречиво молчит, и это тоже держит нас в некотором напряжении. В общем, обожаю сегодняшний день. Пятое место. Телепатия. Это то, что меня уже больше не удивляет. Немного отвлечемся. Фанат пишет о том, что Ыну из Астро, Минхо из Stray Kids и Чингук посетили мясной ресторан рядом с частью, где служит Чингук.
Место для барбекю находится рядом с их лагерем, и многие люди, приезжающие в Юнчхон, чтобы встретиться со своими служащими друзьями и членами семьи, часто туда ходят. Владелец сказал, что Чингук и его друзья недавно побывали у них, но, к его большому сожалению, фотографий нет. Они сидели в домике под номером 2. В сети завирусились фотографии пациентов массажа гуаша. Действительно, повреждение кожи схожи с теми, что остается после такой процедуры. Хотя Тэхён сказал о боевых ранах. В моем представлении это скорее ссадины от тренировок. Либо какие-то повреждения, полученные на службе. Вспоминаем о том, что подразделение службы Тэхёна одно из самых сложных. Массаж гуаша – это метод реабилитации тела, дошедший до нас из древнего Китая. Массаж выполняется скребком из металла или камня. Дает возможность проработать глубокие слои мышц и фасций для лечения и оздоровления организма. Нас радуют новыми фото с БАМи. Шикарный парень, весь в папу. Осталось только дождаться весточки от его папы, и жизнь удалась по полной. У нас появились новые подробности. Я так и думала, что те повреждения, что сегодня он нам показал на своей спине, бывшие военнослужащие подтверждают, как травмы от тренировок. Это еще пока что не точно, но это вероятнее, чем массаж. Вот что пишет бывший военнослужащий. У меня тоже есть такие шрамы после службы в армии. Я был в армии 7 лет назад, но у меня до сих пор остались такие шрамы на пояснице. Я думаю, это потому, что военнослужащие маршируют с тяжелым военным снаряжением на спине. Или из-за ползания по горе, или из-за того, что снаряжение во время восхождения на горы может натирать или обжигать кожу. В основном все восстановилось быстро. Но лучше это удавалось тем, кто наносил на раны заживающие крема. На одном из сегодняшних фото на Тэхёна была черная футболка с лого его подразделения. Это форма спецназа, для получения которой необходимо пройти испытания и сдать нормативы. Если военнослужащий не может это сделать с первого раза, то он вынужден пересдавать. Только в случае выполнения необходимых требований солдаты получают форму. Значит, наш мальчик сдал все испытания на ура. Тэхён написал: «Я ношу крутую черную форму». На Тэхёне не просто футболка. Это черная униформа спецназа, для получения которой нужно преуспеть в нескольких испытаниях. Многие солдаты, принятые на службу, не проходят этот тест, и им приходится сдавать его повторно. Тэхён реально преуспевает на службе, нагружая спину ежедневным ношением 10-килограммового тесного жилета, который также вызывает трение. Не стоит забывать об аллергии Тэхёна. Он такой сильный. Вот о чем я задумалась. Если бы каждый участник так активничал во время службы, как Тэхён, у нас было бы контента больше, чем когда парни никуда не уходили. Вся менталка армии держится на его могучих плечах и благодаря его большому сердцу. Наш любимый и родной, целуем с твоего позволения твои ноги и молимся на то, что ты скинешь нам селфи своего парня, ну или вашу совместную. Мы наглые, я знаю, но это все от большой любви. Прости нас. Тэхён на выставке картин Винсента Ван Гога в Чикаго в апреле 2017 года.
Он подписал фото так: «Исторический момент. Я действительно люблю тебя». Рядовой Ким Тэ-хён сейчас находится в обычном отпуске. Действительный военный отпуск включает в себя обычный отпуск, отпуск по ходатайству, специальный отпуск и государственный отпуск для выполнения государственных обязанностей. Обычный отпуск – это буквально отпуск, который предоставляется на регулярной основе. Количество дней регулярного отпуска постепенно меняется в зависимости от срока службы в каждой армии, а для армии и корпуса морской пехоты срок службы составляет 18 месяцев, то есть 24 дня. Срок службы в военно-морском флоте составляет 20 месяцев, в военно-воздушных силах 27 дней, в военно-воздушных силах срок службы 21 месяц составляет 28 дней. Отпуск по ходатайству, болезнь, в течение 30 дней в году может быть продлен после обсуждения. Уход за детьми в семье в течение 30 дней в году. Вступление в брак в течение 5 дней. Рождение ребенка у супруга в течение 10 дней, если одновременно рождаются 2 или более детей, 15 дней. В случае смерти члена семьи. Супруга, родители детей в течение 5 дней, бабушки, дедушки, братьев и сестер в течение 3 дней. Трудовой отпуск также является отпуском по ходатайству, но если он превышает половину срока обязательной службы, его можно использовать в течение 2 дней. Существует 3 специальных отпуска. Первый предоставляется в течение 7 дней за особую работу, такую как дополнительный отпуск, обучение и так далее. Второй – призовой отпуск. Если у вас есть заслуги, вы можете получить в течение 10 дней. И третий – если вы работаете более 40 часов в неделю, то вам будет предоставлен компенсационный отпуск в течение 3 дней в месяц. Четвертое место. Все так просто и очевидно. Тот самый момент, когда ты еще молод, но уже взглядом можешь сказать «это мое», и послать далеко тоже можешь этим же взглядом. Третье место. Помните эту драматичную драму? Тэ-хён в конце хотел взять Чонгука за руку, но забыл, что их снимают. Привычка – это дело тонкое, как говорится. Второе место. Чонгук и Тэ-хён сказали: «Наши отношения не для камер». Тут нет смысла спорить. Еще одна находка армии. После свидания в Атомиксе на Тэ-хёне часто было украшение в виде сердца. Армии выяснили, что данное украшение продавалось в 2021 году и только в единственном магазине в Нью-Йорке, в 20 минутах езды от Атомикса. А его значение – любовь и вторая половинка. Первое место. Сексуальное напряжение между ними такое сильное. Обратите внимание на этот момент. Взгляд и рука Тэ-хёна. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!